Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я плела вот такой коврик 3D. Рисунок мне очень нравится. Я уже его и крючком вязала тунисским. И вот решила сплести из стропы. Значит, что хочу сказать по поводу стропы. Во-первых, кто надумает вязать, плести, что стропа бывает разной толщины и разной ширины. Она бывает 1,5 сантиметра, 2, вот 3, до 5 сантиметров доходит стропа. Поэтому, если кто-то надумает, значит, имейте в виду. Кстати, и толщина бывает разная. Вот у меня 1 миллиметр, а есть еще стропа 0,7 миллиметра. Значит, размер коврика 44 на 56 сантиметров. Коврик получился очень добротный. 3 миллиметра толщина. Не знаю, мне он очень понравился. Вот так он в ширину. Вот так узор будет. Вот так в длину. Значит, с одной стороны кубики белый цвет сверху. Так, а на другой стороне зеленые сверху получаются. Ну, вы, наверное, видели, что таким узором из лент, из атласных, делают подушки. Вот я по этому принципу и сделала половик. Значит, задействовано 3 цвета: белый, зеленый, хаки. Вот если кто надумает в таком сочетании плести его, вот эти цвета. Можно, конечно, в любом другом, но это дело хозяйское. Изготавливать я буду вот из такой ленты. Она называется лента для ремней или стропа. Вот стропа. Ширина 3 сантиметра. Вот цвет зеленый, 2,5 метра. Я взяла 4 упаковки. Так, такой же ширины взяла цвет хаки. Тоже 3 сантиметра шириной, 2,5 метра. Тоже 4 упаковки. Так, и белую. Теперь этот моток я делю на 4 части. Режу ножницами. И края нужно обязательно оплавить, потому что она сыпется. Вот из каждой упаковки нарезала 4 ленты. Оплавила концы сразу. Так, это одна упаковка. Это вторая. 4 ленты. Третья. Из последней нарезала только 2 ленты. И половину упаковки оставила. Не резала.
Кстати, что хочу сказать по поводу снятия вот этой ленты. Вот здесь открываете, когда она липкая. И вот здесь хвостик держите аккуратно, иначе она расползется. Придерживайте, когда снимаете. И потом уже дальше. Остальные ленты я резать пока не буду. Теперь беру пеноплекс и по краю карандашом отмечаю прямой угол. И туда буду укладывать ленту. И иголками буду прикалывать каждую на 2 иголки. Вот так каждую ленту накалываем. С одной стороны на 2 булавки, с другой стороны на 1 булавку. Видите, разная длина ленты. Это за счет того, что в магазине, где ее отрезают, не точно дали метраж. Поэтому лучше всего замерить. Кстати, ленты я прогладила утюгом на 2, чтобы не было заломов. Все, и так все 12 лент укладываем. Теперь от этого угла проводим линию под 30 градусов мелом или мылом. Теперь берем другой цвет ленты, укладываем под 1, сверху на 1, а теперь под 2. Сверху на 1 и под 2. Сверху на 1 и под 2. И опять сверху на 1 и под 2. И здесь сверху. Закалываем булавкой и выравниваем по этой линии. Закалываем булавкой здесь. Отрезаем, оставляем, чтобы можно было оплавить. Теперь этот край опаляем. Так, ну вот я примерила уже кусок ленты. Теперь мы должны зеленую положить сверху вот этой полосы.
То есть под 2, вот под 2 сверху этой, под 2 опять сверху под 2. Сверху под 2. Сверху и под 2. Укладывайте их, чтобы они плотно лежали друг к другу. Следующую ленту берем. Значит, как ориентироваться? Вот здесь сверху должно быть. Здесь под 2 вниз. А здесь сверху. Вот сверху положили. Значит, под 2 вниз. Сверху. Под 2 вниз. Сверху. Под 2 вниз. Сверху. И под 1 вниз. И закрепляем. Берем следующую ленту. Вот у нас ромб. И вот здесь сверху должна быть зеленая. Значит, под низ этой. Так, под низ. Сверху. 2 под низ. Здесь сверху. И 2 под низ. Сверху. 2 под низ. Сверху. 2 под низ. И 1 сверху. Давайте еще одну проложим вместе. Значит, вот ромбы идут. Значит, сверху накладываем здесь. И под 2 этих. Сверху положили. Под 2 следующие. Сверху положили, вот ромб идет. И под 2 этих. Опять сверху под 2.
сверху под 2. Когда закончите в правую сторону, укладываем ленты в левую. Вот так ромбы продолжаются. То есть вот здесь будет лента, 2 пропускаем, лента сверху, 2 пропускаем. И так укладываем. Вот такая конструкция у меня получилась. Значит, кому, если что-то непонятно, смотрите внимательно. Главное, чтобы ромбы шли вот в таком положении. И здесь 2 пропущено. Так, теперь берем белую полосу, ленту. Смотрите, как располагаться будет. Вот 2 зеленые, одна над другой. Под зеленую, под хаки и под зеленую. Вот надо там вывести. Вот, вывели. Укладываем на хаки. Теперь берем 2 следующие, то есть немного сдвигаем. Эту перекрыли. Заходим в следующие 2. Сюда. Под нее и под нее. Теперь сверху этой хаки и сдвигаем. Вот сюда и туда. Теперь сверху этой и немного в сторону. Вот по 2 этих. И вот под эту. И под эту. Так, и вот этот хвост остался. Мы его должны под зеленую, под хаки и под зеленую. Сюда. И сюда. Берем следующую белую ленту, заводим опять под эту же зеленую, где у нас белая вышла, и под зеленую сюда. Так, чем карандашом попробуем. Вот так должна выйти. Вот, вытащили. Так, 2 этих взяли. Теперь сверху хаки и под 2 этих. Вот сюда, сюда. И вот здесь должно выйти. Вот так. Есть.
Теперь перекрываем хаки. И мы двигаемся параллельно вот этой белой. Опять под зеленую, под хаки и выходим здесь. Вот так. Так, опять перекрываем хаки под эту же зеленую, под хаки и под зеленую. Вот так. Перекрываем хаки и под зеленую. Здесь в конце перекрываем хаки и уходим под зеленую. Теперь заходим вот опять под эту зеленую, под хаки и под зеленую. Выходим сюда. Вот так. Вот, и рядом прокладываем. Так, вытащили. Вот под эти две. Теперь делаем сдвиг. Сверху хаки и под две зеленые. Вот так. Так, вытащили. Опять сверху. Вот эти прошли мы две. Сдвигаем. Вот под эти две. Вот так. Так. Теперь относительно этого ромба в левую сторону берем два вот этих. Вот так. Потом сдвигаем вот под этот и под этот. И уходим. Давайте еще одну полоску вместе проложим. Теперь мы заходим вот под эту зеленую, под хаки, и вот здесь выходим. Под зеленую, под хаки. И вот здесь выходим. Так, есть. Дальше перекрываем хаки относительно этой зеленой в сторону. И берем вот эти две.
Вот сюда, под нее. И вот здесь выходим. И сюда. Так, здесь зеленый вышли. Перекрываем эту. И в сторону уходим. На эти два. Сюда, сюда и сюда. Вот так. Вот. Здесь вышли. Хаки перекрываем. Она лента сама вот укладывается так, как она должна идти. Перекрываем хаки. Заходим под зеленую, смещаем. Вот. Опять перекрываем эту по отношению от этой зеленой, смещаем. И вот здесь должны выйти. Ну и вот такой коврик у меня в итоге получился. Весь он в камеру не входит. Значит, здесь 44 сантиметра. И сюда 56 сантиметров. После того, как я его собрала, еще не обшивала, я что сделала? Вот коврик. Вот здесь у него еще хвосты торчали разные длины. Вот. Я отстрочила на швейной машине по периметру. И затем прострочила зигзагом. Тоже на машинке. После того, как я зигзагом прошла, тоже на машинке, и тоже по периметру, ножницами обрезала вот эти хвосты. И зажигалкой опалила. Поскольку у меня не хватало основной стропы, которая шла на изделие, у меня был кусок другого цвета. Вот. Я обшивала им. Причем обшивала вот так, складывала пополам. Вот. И прострачивала. Тоже на машинке. Но мне кажется, что если бы у меня было больше стропы, вот так вдвое сложить, вот здесь прострочить, соединить. И пристрочить на машинке. И мне кажется, вот так пошире, когда была бы обшивка, он бы выглядел лучше. Вот, видите, узкий. Ну, давайте другой цвет возьмем.
Вот. Вот, широкая часть, мне кажется, смотрелась бы лучше. Но я немного не рассчитала. Поэтому решать вам. Кто хочет пошире, значит, заказывать нужно стропы больше. Вот, значит, по периметру получилось 2 метра. Ну, там сантиметров 10 еще накинуть. И в 2 слоя, если сложить, это еще к 10 нужно еще 4 метра прикупать. Ну, я говорю, решать вам. Но мне вот такая ширина нравится, конечно, больше. Ну, тут здесь прострочить. Значит, вот так он выглядит с одной стороны. Белый цвет вверху, хаки справа, зеленый слева. Если перевернуть, белый вверху, хаки справа, зеленый слева. Так же и осталось. А теперь другая сторона. Вот, давайте на другую сторону повернем. Здесь совсем другое расположение. Нет, ну можно его, конечно, и вот так, в ширину. Ну, это не суть важно. Что хочу еще сказать напоследок. Я очень довольна. Я долго искала эту стропу, нашла. И я очень довольна результатом. Во-первых, толщина этой стропы 1 миллиметр, а тут накладывается 3 слоя. 3 миллиметра коврик толщиной. Такой плотный, добротный. И уже у меня его забирают. Вот. Отправлю в подарок. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.